Взрыв ради спасения важного объекта. Военные в срочном порядке вмешались в ситуацию. Первая в своем роде операция. Перехват украинской авиации, к Минобороны пригнана техника. Страна превращается в кладбище самолетов. Все силы брошены на штурм. Войска пошли в контратаку. Планы командования сорваны. Спецслужбы бьют тревогу. 250 гаубиц одномоментно стянуты к границе. Линию контроля снова ставят под сомнение. В России воскрешают ПВО почти 100-летней давности. Коалиция желающих умирает, а против полиции совершен теракт. Об этих и других событиях к вечеру 3 августа. Самые важные события этого понедельника прямо сейчас. Это «Нехта», с вами Дарья Петрова. Начинаем. Что ни день, то новая точка на карте. На этот раз под удар попал один из крупнейших логистических центров Wildberries во Владимирской области. Больше 170 тысяч квадратных метров. Вместимость свыше 120 миллионов единиц товара. Объект теперь уже играл, ключевую роль в распределении товаров между Москвой и центром, северо-западом и севером Европейской России. В компании налет дронов подтвердили. Сколько еще нужно сжечь складов, чтобы до них наконец дошло, что причина всего этого действа не украинская свободолюбивая птица, а старый бункерный пид и миллионы зомби, которые его поддерживают? Системная кампания ударов все больнее бьет по экономике. По данным Forbes, за один только июль Wildberries лишился почти 20% своих складов, а убытки продавцов оцениваются в $3,5 миллиарда. По подсчетам Осинт-аналитиков Киберборошна, нетронутыми пока что остаются лишь 8 из крупнейших комплексов в РФ. Впрочем, выход в России уже нашли. Правда, только в воображении Z-каналов, да и то вперемешку с признанием полной беспомощности своей ПВО. Если у нас не получается защитить НПЗ и другие объекты имеющимися средствами, может, нужно обратиться к технологиям предков и начать устанавливать заградительные аэростаты на стальных канатах. Кроме шуток. В Белгороде после атаки дронов горел университет имени Шухова. Точнее, корпус, где, по данным журналистов, разрабатывали и испытывали беспилотники. Официально сугубо гражданские, для мониторинга и аэросъемки. Вот только этим же летом ВУЗ набирал школьников на смены по разработке дронов и устраивал для них летнюю милитари-практику. Похоже, с карьерой в беспилотной авиации ребятам придется повременить. Зато на Wildberries всегда нужны сборщики заказов. Такой вот бумеранг. Дроны прилетели ровно туда, где их и продавали, и учили делать. Российская армия рвется вперед, но чем дальше, тем меньше у Москвы поводов для радости. Фронт стоит уже 3-й месяц подряд. Ранее мы приводили вам данные Американского института изучения войны, но аналитики проекта Deep State тоже подвели итоги июля, и цифры немного разнятся. По их подсчетам, войска агрессора продвинулись всего на 36 квадратных километров, но если учесть отложенные данные об украинских успехах, реальный плюс врага может доходить до 88 квадратных километров. Такая сложная арифметика объясняется операционной безопасностью. Об успехах Украины сообщают с задержкой, которая нужна для успешного завершения операции. Аналитики подчеркивают, роль пехоты за последний год существенно упала. И даже если россияне возобновят местные штурмы, прежнего масштаба уже не будет. В нынешних условиях можно наблюдать, как 2-3 экипажа охотятся за одной целью одновременно, и каждый пытается уничтожить ее первым. Тяжелее всего сейчас у Родинского, Константиновки и на направлении Славянска и Краматорска. Темп захвата территорий остается крайне низким, а число атак рекордное. Даже по самым оптимистичным для Кремля цифрам, захватить всю Донецкую область в этом году нереально. Не выйдет и в следующем, если темпы не изменятся. Для армии Путина это дорога в один конец. И явно не к рубежам Донецкой области. Войска пошли в контратаку и сорвали планы армии. 2 дня подряд накануне российские солдаты снова пытались наступать на Славянск. И снова без толку. Как сообщает Институт изучения войны, украинские силы контратаковали в районе Рай-Александровки и не дали врагу продвинуться. При этом российские военкоры продолжают заявлять, что взяли Лиман и якобы зачищают его от небольших групп ВСУ. Но эти слова пока ничем не подтверждены. Зато другая тактика россиян работает исправно. Выжигать землю еще до своего прихода. Славянск они планируют захватить, а потому нещадно бьют по нему планирующими бомбами. Пока фронт стоит, атаки не прекращаются. Россия за минувшие сутки снова прошлась ударами по Украине с погибшими и ранеными по всей стране. В ряде областей звучала тревога, летели шахеды. В Харьковской области за последние сутки под ударами оказалось 17 населенных пунктов. 1 человек погиб, еще 1 ранен. В самом Харькове дрон атаковал заправку. Терроризировали и Днепр. В Сумской области 5 ранены. Тяжело пришлось Запорожью. Там накануне от российских ударов есть погибшие, более 30 ранены. В Донецкой области россияне разрушили мост в Славянске,
рухнул целый пролет. В момент атаки на мосту был автомобиль. А в Херсоне оккупанты выпустили 2 авиабомбы по уже поврежденному многоэтажному дому, но обошлось без пострадавших. Там, по заявлению властей, давно никто не живет. Уже утром прилетело по Чернигову и Одессе. Очередные удары по крупным украинским городам, где гражданские снова платят жизнями за неспровоцированную войну. Коалиция желающих медленно умирает. Союз более чем 30 стран, собранный ради поддержки Украины и возможной отправки войск для гарантии перемирия, потихоньку разваливается без четкого лидера, пишет The Telegraph. Премьера Британии Кира Стармера на посту сменил Энди Бернем, а президент Франции Макрон не сможет переизбраться на новый срок. Более того, на выборах через 9 месяцев пророчат победу Марин Ле Пен, а она обещает вещи прямо противоположные: вывести Францию из военного командования НАТО, снять санкции с России и подтолкнуть Украину к миру на условиях Москвы, то есть, по сути, к капитуляции. Кто же тогда возглавит Европу? Очевидный кандидат — канцлер Германии Мерц, но и он выглядит слабовато на фоне внутренних кризисов. К тому же Германия, в отличие от Британии, Франции и десятка других стран, отправлять войска в будущую миссию для Украины отказалась. Один из немецких депутатов описал ситуацию так. Думаю, либо события вроде 11 сентября изменят Европу, либо изменится взгляд самих европейских лидеров, и кто-то из них скажет: «Теперь настало мое время». Италия и Польша, оставшиеся из большой европейской пятерки, тоже отказались от участия в развертывании войск, и обеим тоже предстоят выборы в следующем году. Так что пока Европа так и остается без явного капитана, в момент, когда ей, пожалуй, он нужнее всего. Перехват украинской авиации. Правда, никакого воздушного боя не было, а вот самолеты зависли в воздухе. Советскую технику, к которой присматривается воюющая Украина, захотела прибрать к рукам другая страна, причем член НАТО. Речь о Болгарии, где из-за старых МиГов разгорелся настоящий скандал. Министр обороны Стоянов задумал раздобыть у Польши истребители МиГ-29, даже не для полетов, а на запчасти к своим доживающим свой век советским машинам. Идея не на шутку возмутила оппозицию. В то время, когда Болгария должна перевооружаться западной техникой, оказалось, что мы просим продать нам польские МиГ-29. Страна, по словам депутата, не должна превращаться в кладбище советской авиации, а молодежное крыло партии протест обставило с юмором. Пригнало к зданию Минобороны старенький москвич. Мол, раз министр так тоскует по советскому, пусть и техника будет соответствующая. Зачем вообще Болгарии понадобился этот антиквариат? Оказалось, новенькие американские F-16, которые стране поставили, к бою не готовы. Как признал сам министр, пилотов толком не обучили. И на реальное дежурство эти машины смогут заступить в лучшем случае лет через 5. Как подытожил один из болгарских политиков, советская любовь не ржавеет. В данном случае любовь к советской технике. Уникальная операция по спасению. Власти пошли на чрезвычайные меры. Эффектный взрыв сохранил атомную станцию. В Румынии из-за сильной засухи обмелел Дунай. Да так, что под угрозой оказалась АЭС в Черноводы. Реке буквально не хватало воды для охлаждения реакторов. Один из них отключили еще несколько дней назад, второй был на грани остановки. Румынская армия в срочном порядке вмешалась в ситуацию и подорвала скалу прямо под водой, чтобы расчистить русло и перенаправить к станции больше воды. С первого раза в воскресенье не вышло. Тогда военные увеличили заряд со 100 до 180 килограммов взрывчатки. Операция, по словам исполняющего обязанности министра обороны, была технически крайне сложной. Это первая в своем роде операция. Годами скалу пытались сдвинуть и безуспешно. А вот сегодня сработало решение, которое предложили сухопутные и военно-морские силы. В итоге воды к станции пошло больше, и АЭС, можно сказать, спасли. Трагедия в Пакистане. На северо-западе страны, у самой границы с Афганистаном, прогремел взрыв прямо у полицейского участка в городе Кабал. По данным Reuters, погибли не менее 14 человек, из них 5 полицейских. Еще не меньше 22 ранены, многие в тяжелом состоянии. Жертв оказалось так много не случайно. Рядом с участком шел митинг. Люди требовали от властей, наконец, покончить с насилием в регионе, где в последнее время резко активизировались боевики. Смертник, по сообщениям, пытался пройти на территорию участка. Его остановили у ворот и начали обыскивать. В этот момент и прогремел взрыв. По сути, полицейские ценой своих жизней не дали террористу прорваться в самую гущу людей. Ответственность пока не взял никто. Подозрения падают на пакистанских талибов. Но происходящее – часть более кровавой картины. Июль стал для Пакистана самым смертоносным месяцем за последние годы. В терактах и спецоперациях погибли больше 600 человек. А всего с начала 2026-го боевики устроили свыше 3000 нападений. В ответ силовики отчитались о десятках тысяч контртеррористических операций и ликвидации
более 2000 боевиков. Долина Сват, где стоит Кабал, когда-то уже была вотчиной исламистов, пока армия не выбила их в 2007-м. И вот теперь они возвращаются. Тем временем на границе снова растет напряжение. Индийские спецслужбы бьют тревогу. Пакистан, по их данным, стянул к границе мощную артиллерию китайского производства. 250 самоходных гаубиц. Оружие серьезное. Как пишет India Today, такая гаубица бьет на расстояние до 72 километров. Именно такие установки Исламабад активно применял во время столкновений ранее. Вдоль так называемой линии контроля, разделяющей две страны. А теперь их там 2500. Источник в индийских спецслужбах назвал происходящее серьезной эскалацией. Похоже, одной горячей точкой на карте стало больше. Юг Европы этим летом изнывает от рекордной жары, и она несет настоящую беду. К югу от Бордо во Франции больше недели бушует лесной пожар, опустошивший тысячи гектаров. Зоопарк Южной Жеронды стал убежищем для зверей, спасающихся от огня, но для дикой природы вокруг последствия оказались страшными. Все животные, такие как лисы и барсуки, спрятались в своих норах и погибли. Птицы и ночные животные спрятались в стволах деревьев, и произошло то же самое. Многие слишком медлительны по сравнению с огнем, но сотни тысяч смертей – это катастрофа. Тем, кто побыстрее, оленям и кабанам, удалось убежать от пламени, но теперь им залечивать ожоги и раны, полученные при бегстве. На месте зеленых лесов остались обугленные стволы. В другой части света лето пытаются пережить без потерь. На востоке Китая, где тоже стоит изнуряющая жара, в океанариуме города Хэфэй включили, можно сказать, режим охлаждения. Дельфинов угощают рыбным желе, пингвины неспешно обедают кубиками льда, а морские черепахи налегают на охлажденный арбуз. Плюс круглосуточная система контроля температуры и воды, чтобы морские обитатели спокойно дождались конца жары. На этом все. Спасибо, что были с нами сегодня. Берегите себя и близких, а утром снова увидимся с командой Нехта.